Ну вот вы сказали то, что там по роду что-то передается, да? Какие-то установки, а вот прошлые реинкарнации, они могут влиять на нашу сегодняшнюю жизнь? И вообще, что такое как бы реинкарнация? Это же ну, доказать сложно, хотя есть какая-то информация в интернете, но которую сложно подтвердить научно. Как вы на Но это смотрите? опять же, реинкарнация это феномен, который имеет объяснение, Мгм. вот, имеет описание, но не имеет какой-то истины устоявшейся. Да и не будет иметь, наверное, долгое время еще. Вот. Феномен заключается в том, что человек в определенном психологическом состоянии вспоминает события, места и времена, в которых никогда не жил, не существовал. Другие страны, другое время, другие люди. И ему кажется, что он со всем этим взаимодействовал. Мгм. Вот. Это вот описание того феномена, который называется регрессией. Мгм. Отправляется человек в настоящее прошлое, отправляется человек в выдуманное прошлое. Да? Собственно, это вопрос веры и вопрос удобства. Ну, нравится так, нравится, кому-то нравится по-другому. Да? Мне, Мгм. например, нравится думать о том, что это реальные прошлые жизни. Мгм. То есть это так устроено? Конечно. А вот то, что религии говорят про вот эти реинкарнации, возьмем тот же самый Египет, как бы, да? Что вы об этом скажете? Это, опять же, форма объяснения. Ну что с их точки зрения понимания реинкарнации? Ведь они же разные бывают, они же в это верили. Да. И очень, ну почему тогда не верили? Но давайте так, во что верю я, что есть на самом деле, и какое объяснение можно дать клиенту или той же самой депутатше. Мгм. Это разные вещи. Почему мы не помним прошлой жизни? И не помню прошлой жизни по одной простой причине. Умирая, мы боимся смерти, пугаемся ее и возвращаемся сами, регрессируем в себя к моменту зачатия, к моменту начала. Но эти воспоминания, они хранятся где-то у нас в подсознании или где-то глубоко? Я предполагаю, что они вообще хранятся вне этой вселенной. А где тогда? Где-то там, не в воплощенном состоянии. Мгм. Ну вот бывали такие случаи, когда люди говорили: "Я помню свою прошлую жизнь", и Да. были такие даже доказательные факты, то, что куда-то приходили на то место, которому уже много-много лет, и человек рассказывал, не знаю, об этом месте, что тут было. И Это я, все постановка нет, я получается? открою маленький секрет. Дети до 3-4 лет прекрасно вспоминают свою прошлую жизнь. То есть это получается, существование научно доказано. Я не знаю, научно доказанный лет, потому что наука это такая тоже корпоративная особенность. Но если вы расспросите ребенка до 3-4 лет, так вот, от 2, как говорить начал, да, до Мгм. 4 примерно лет, будете расспрашивать. Задаю простой вопрос: а что было раньше? А что ты раньше помнишь? А что ты раньше помнишь? Что он скажет? Ну, я помню других папу и маму. Мгм. Да, это я слышала. И все. Мгм. Откуда он это возьмет? Иногда начнет рассказывать там про самолеты, которых он никогда не видел. Мгм. Вот, про половые отношения. Или рисовать. Или рисовать. Вот. Другое дело, что там не стоит будить, не стоит пробуждать память о прошлых воплощениях у детей, поскольку а, это не позволит сформироваться его текущей личности. Мгм. А может ли, душа, выбирать, в каком теле родиться? Конечно. А как она это выбирает? В большинстве случаев она не выбирает. А как тогда происходит? Чтобы выбрать, в каком теле родиться, нужно умереть осознанно. А это как осознанно? Но обычно что происходит с человеком в момент смерти? Человек пугается. Человек испытывает крайне интенсивный страх. Мгм. Вот. И испытывая крайне интенсивный страх, он рефлекторно начинает возвращаться к более ранним состояниям и пытается и физиологически, и психологически к более ранним состояниям вернуться. Это Когда каким?
Это то, что называется просматривать жизнь в обратном. Мгм. Вот. И конечная точка, куда он возвращается, это состояние зачатия. Так. И в этом состоянии зачатия он испытывает настолько интенсивное переживание, что он забывает все, что прожил. Мгм. Вот. И выходя из тела, покидая тело вот в этом интенсивном переживании зачатия, он попадает в ближайшее доступное, как по резонансу. Вот там вот что-то где-то в ближайшем окружении происходит зачатие, что-то начинается, и он туда То есть, получается, не выбирая себе родителей, только по времени. в смысле по времени, Ну, только по времени? вот момент зачатия происходит где-то. Человек умирает, человек зачинается. Да? Мгм. Вот. А резонанс соединяет душу умирающую с вновь образующимся телом. Вот. Но существуют такие теории, то, что якобы мы по своему роду рождаемся. Можем по роду. Но для этого надо... Для этого нужно определенные обязательства все-таки перед родом. У обычных людей этого не происходит. А как понять, обычный человек? Обычные люди – это люди, у которых нету родовых м, обрядов. А как понять родовых обрядов? Родовой обряд, обряд принятия в род, обряд договора с родом, обряд прощания, Это нужно делать вот в этой реальной жизни? конечно. А как это делать нужно? Ну, по-разному. По-разному. У каждого свое. А существует ли конец цикла реинкарнации вообще вот это вот самый? Да. А можно подробнее? Ну, если человек отказывается воплощаться, все, конец А реинкарнации. как он может отказываться воплощаться? Опять же, осознанно умереть. После смерти как бы, человеку после смерти нужно эту смерть прожить, оставаясь осознанным. Ну, то есть он Вот. понимает, что я умираю, Да, да, все, как бы, ну, да, и в да, светлый да. путь. Ну, там, светлый, не светлый, но Мгм. все надежды жизни закончились, все мечты закончились, в этот момент надо прожить. А вот реинкарнация может объяснить такой феномен, как дежавю? Может, но лучше дежавю объясняет нехватка электролитов. Мгм. Ну, тот феномен, который мы называем реинкарнацией, он на самом деле встречается постоянно. А большая часть эмоций, которую мы испытываем, она завязана на реинкарнации. А с этого подробнее можно? Ребенок, когда начинает испытывать собственные эмоции, когда они у него появляются, ну, не ребенок, это уже подросток, вот такой эмоциональный бум. Мгм. Ну вот, если его расспросить, сказать, вот, а ты как эту эмоцию? Сейчас злишься, а ты когда злишься, как себя чувствуешь? Кого ты изображаешь, на кого ты похож? Мгм. Вот. Ребенок, ну, молодой человек уже начнет рассказывать, я чувствую себя очень большим, например, или очень маленьким. Мгм. А если подробнее как бы расспросить об этом, большой, маленький, мужчина, женщина. Вот. Подросток начнет рассказывать о телах, которые у него никогда не были, на котором он подражает в определенных условиях. Мгм. Понимаю. А потом, если начать расспрашивать, а что там было, он как бы начнет рассказывать о каких-то исторических событиях. Мгм. Да, там что-то произошло, где он так научился, где он победил или наоборот не справился с обстоятельствами, похожими, в которых он теперь реагирует там, яростью или страхом. И самое интересное, что если определенными способами, ну, мы с тобой знаем какими, Мгм. вот, повоздействовать на человека, изменить его реакцию,
то он и в дальнейшей жизни своей эту реакцию поменяет. Да, и не будет повторять. Вот Не это будет меня, меня, повторять. мне многие очень сильно удивляются, как. И вот, к сожалению, жалко то, что вот опять же это заседание, которое мы наблюдали все. С одной стороны, там есть какая-то, ну, правда, да, с которой как бы я согласна, но с другой стороны, это ограничивает. Ну, Но надо, значит, пойти учиться людям просто, получить диплом государственного образца, а потом уже дополнительно, да, на вот прочный фундамент, на этот прочный фундамент накладывать те знания, потому что на самом деле их очень много. Вот можно постоянно повышать и улучшать как бы себя, и тем самым помогать, это будет помогать при работе с клиентами. а, Потому что одной психологии, я уважаю психологов, это долго, нельзя решить то, что как бы у нас получается решать. ну, взаимодействие с человеком, психолог, у меня высшее психологическое образование, диплом есть. Вот. Но работать с людьми не учили. Там, где я получал диплом. Может, диплом не МГУ. Мгм. Да? Вот. Может быть, конечно, в МГУ там. Ну, там практика же существует. В каких-то институтах эта практика как бы доступна, в каких-то, видимо, она недоступна. Ну, может быть, значит, с выпускниками МГУ я как бы общался. Видел, что они умеют при работе с клиентами, что нет. Мгм. Вот. Если честно говорить, то диплом МГУ мешает им в дальнейшем развиваться. Слышала такое, да. Ну, диплом МГУ это все-таки определенный какой-то статус. Конечно. А сидеть перед человеком 2 часа не моргая, это как бы, я же все знаю. Мгм. Конечно, человек из МГУ все знает, но он ничего не умеет. Мгм. Просто сидеть 2 часа перед человеком, не двигаясь, Мгм. сохраняя состояние покоя. Нулевое среднее. Это человек из МГУ? Нет. А, Это то, что должен уметь психолог. Все время сессии он должен сохранять а, определенный внутренний настрой. а, понятно. А вот что такое карма и как она может влиять на процесс реинкарнации? Карма это совокупность решений, принятых людьми в течение жизни, в течение жизней. Вот человек принимает решение, что хорошо, что плохо. Человек ставит перед собой задачи какие-то. Ну, конечно, не купить мандарин к празднику, да, какие-то глобальные задачи. Ну, например. М, Глобальная задача, ну, вот из примера глобальных задач перегородить Нил. М, мгм. Из глобальных задач м, преодолеть голод, например. Ребенок умирает от голода, ставит перед собой задачу сделать так, чтобы никто никогда не голодал. Это уже он переходит. Да. И если в эту задачу, в это решение вкладывается достаточно много человеческой энергии, то человек, даже уходя по смерти, он сохраняет этот образ, сохраняет это решение в следующей жизни. Он его, может, не осознает напрямую. Вот. Но он пытается его реализовать, тот образ, который себе представил. Вот. Очень много семейных проблем кармических. Я не могу, приходит клиент или клиент, я не могу сформировать отношения с противоположным полом. Мгм. На какие отношения ты надеешься? Что-то рассказывают всякие странные истории, сказки. Хорошо, глазки закрой, нарисуй самые лучшие свои отношения. Кто там? Сколько там человек? Двое, трое. Там, человек, не знаю сказать, там трое, четверо. Кто еще там? Собачка. Мгм. Так постепенно погружаясь в трансовое состояние, расспросами оказывается, что человек хочет реализовать какое-то событие из прошлой жизни, когда он испытывал счастье Мгм. в семье, помещиком будучи. Мгм. А вот
можно ли считать карму формой нравственного закона Вселенной? Ну, скорее это закон ответственности Перед кем или чем? перед собой. Собственно говоря, наша Вселенная, она, это такая забавная Вселенная, в которой причины и следствия разделены. Мгм. В других Вселенных, если ты причина, тут же мгновенно становишься следствием. Мгм. Все, что ты... Все последствия собственного деяния получаешь сразу. Мгм. Вот. Причем деяние, оно независимо как бы создания образа или взаимодействия там, на физическом уровне. Мгм. Вот. В нашей Вселенной не так. В нашей Вселенной можно создать образ, и результаты, как бы реализации этого образа, они достигнут человека там, спустя 5, 10, 20 лет. А как можно повлиять на карму в этой жизни, чтобы в следующем воплощении было лучше? Самый лучший способ – это полностью реализовать все идеи в этой жизни. А как понять, какие идеи нужно реализовать? Все. Свои? Все А как свои. понять, какие мои идеи, а какие навязаны обществом, Ну, в социумом? самом простом реализоваться полностью. Ну а как вот это надо что-то написать, ответить? Вот как это понять? Потому что некоторые даже Все. не понимают. Ну Все. что все? Все. Вот все. Нужно помирать в состоянии «я все сделал». А, ну Да. то есть потом не жалеть, потому что некоторые говорят, вот Не, я бы... не то, что жалеть. Вообще, я все сделал. Мгм. Вот Все уходи. программы выполнил. Да, все Ага. выполнил. Все. Ничего, никому ничего не обязан. Все, что хотел, сделал. Как полный лист, полный чистый лист. В будущем все. Тогда никакая карма не помогает. Тогда единственная карма, которая останется, это попытаться в следующей жизни также закончить ее с чистым белым листом. Мгм. Вот единственная карма будет. Мгм. Вот. Кстати, кармой являются также наши успехи. Какие? Любые жизненные успехи, любые жизненные достижения, особенно если человек их не осознал. А как влияет на эти успехи? Ну, вот человек стал олимпийским чемпионом, да, Мгм. например. Но он стал олимпийским чемпионом не только потому, что он действительно лучше всех в этом виде спорта, но еще потому, что его тренер отравил его соперника. Ну, не отравил, но подсыпал допинга, а потом сдал его в антидопинговый комитет. Мгм. Да? Но сам спортсмен не знает об этом. И вот спортсмен становится олимпийским чемпионом. Мгм. И это его высшее достижение. Мгм. Вот. Празднует, запоминает это состояние. Принимает решение, что он в следующий раз будет олимпийским чемпионом. Мгм. Вот. А в следующий раз тренеру не удается отравить соперника допингом. Мгм. Вот. А олимпийский чемпион тренируется так же, как тренировался, будучи олимпийским. Так же тренируется так же, как тренировался в прошлый раз, когда стал олимпийским чемпионом. Но он же знает, что он уже был, все правильно сделал. Ну, Да? поняла. Вот. Но чемпионом он больше не станет. Мгм. Никогда. Поскольку те обстоятельства, в которых он стал чемпионом, они не повторятся. Мгм. Вот. Но желание повторить будет. Мгм. Вот. И у человека карма. Таким образом, у человека карма начинает нарабатываться. Сначала он как бы пробует, потом испытывает разочарование, потом начинает обвинять всех вокруг о том, что ему мешают, и о том, что его отравили допингом, драматизируя то, что было сделано с соперниками. Мгм. Вот. В дальнейшем как бы утрачивает желание вообще заниматься спортом. Вот она карма. Мгм. И как влияют успехи на дальнейшую жизнь. Поняла. А вот что такое тогда кармические отношения и как их распознать? Кармические отношения – это отношения, опять же, это попытка реализовать. Да.
Ну, Это вырежут, вырежут окей, это. ладно. Кармические отношения – это попытка, опять же, реализовать какие-то приятные, замечательные, лучшие моменты прошлых жизней, связанные с семейной жизнью, там, с отношениями. Или попытка реализовать лучшие моменты детства, связанные с отношениями с родителями. Но любые кармические отношения – это попытка реализовать какие-то элементы прошлого в настоящем. А как распознаются вот эти самые кармические отношения? Вот как понять то, что я встретила, например, мужчину, да, ну я-то это уже знаю, но для аудитории рассказать, как понять то, что женщина встретила кармического партнера, и ей нужно с ним пройти какие-то уроки? Очень, Мы же что делаем? Мы встречаемся, что-то не понравилось, там, и расходимся. Потом опять попадается такой же партнер, только еще хуже. Вот да, как это распознавать, то, что... ну, во-первых, если один, второй, третий партнер еще хуже, 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 наверное, кармические отношения. А как на начальном этапе это понять? На, Возможно ли есть какие-то... на начальном этапе на самом деле достаточно простой вопрос. Женщине нужно спросить, женщине нужно спросить самой себя, да и мужчине тоже самого себя спросить, что я реализую через этого человека. Мгм. Какие свои способности я реализую через этого человека. Если ответ на этот вопрос нету, а если ответ на вопрос «он мне сделает то-то, 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 то-то», Мгм. то вот они кармические отношения. Именно он, а не я. Да. Мгм. Если я за счет человека что-то собираюсь делать, это кармические отношения. А вот многие интересуются, карма нами управляет или мы кармой? А, По-разному. Ну, например. Ну, в самом начале карма управляет нами. А в дальнейшем, например, человек может стать самым владельцем кармы и вообще от кармы освободиться. Другое дело, что к этому надо будет приложить усилия. Может, даже не одну жизнь на это потратить. А как очистить карму? Чтобы очистить карму, как я уже говорил, надо как бы, выполнить все свои желания. Мгм. Не оставить ни одного неисполненного желания. Ну, или убрать желание. Мгм. Нет желаний – нет кармы. То есть, получается, это какой-то смысл жизни у нас должен быть. Ну, собственно говоря, смысл жизни, он такой, какой человек его делает. Ну, а что такое смысл жизни? Существует ли вообще он? Да. Смысл жизни – это желание, которое вы поместили в будущее. Это как? Ну, так, любое желание в будущем, вот, то, что вы хотите в будущем сделать, именно в будущем новое, это и есть смысл жизни. М, Хочу нарисовать портрет, который никогда не рисовал. Пожалуйста. Смысл жизни.